Здравствуйте. Я вот просто мне интересно, вот человек поставил на пешеходном переходе автомобиль, мне интересно, может быть номера ему позволяют это делать? А номера? Или что, по какой причине он... Для чего административная ответственность. Может быть она работает адвокатом? Может быть по этой причине можно. Давайте узнаем. Привыкайте, рассказывайте своим друзьям и знакомым, что не нужно ездить по тротуарам, не нужно ездить по пешеходным переходам. Таких правил нет, никто не позволяет это делать. Отучайтесь. Слушай, может быть тоже номера крутые, может быть опять можно с такими номерами. Давай посмотрим. Слушай, ну правда крутые номера. Наверное, все-таки с крутыми можно. Поэтому я вас снимал на видеокамеру. И сейчас тоже буду снимать вас на видеокамеру. Потому что вы находитесь в общественном месте. И к тому же являетесь еще нарушителем. Поэтому я и снимаю вас на видеокамеру. Так, всем привет. Я пришел на то место, о котором мне постоянно писали в социальных сетях. Говорили о том, что здесь вот стоит знак 327. Пешеходный переход здесь. И постоянно здесь ставят автомобили. Пешеходам очень проблематично и опасно переходить на этом участке дороги. И вот такой вот здесь бардак тоже, друзья. Вот у нас машины здесь ставят все время, никаких знаков парковки, ничего у нас нет. Ну, девушка вот уже подъехала сразу, тут же на месте припарковалась со значком таким. Сейчас вот ей как раз зададим вопрос. Женщина, здравствуйте. Вот скажите, вот знак 327, вы его не видите? Увидела все-таки, пришлось теперь увидеть знак. И опрос у нас проводят здесь по поводу отношения граждан к полиции. Бездействует, действует она как? Оценивается ее служба, опрашивают. Интересно, в итоге опросы какие будут. Блин, и вот это постоянно, понимаете? А тут получается, что как раз на мне это. Машина, 327 знак, во-первых, во-вторых, тротуар. Здрасте, ваша машина? А зачем вы здесь поставили машину? Перед пешеходным переходом, под знаком. Сказать нечего, да? Ну, вот полиция посмотрит номера и, надеюсь, вас оштрафуют через этот ролик, чтобы больше не нарушали здесь и давали людям ходить спокойно через дорогу. Хамы. Еще у него вопрос непонятно только кому адресованный. То ли к администрации, то ли к ГИБДД. По поводу того, что здесь у нас творится. Дорога это или парковка это, что это, кто-нибудь объяснит, или тротуар. Люди ходят, машины паркуют, ездят. Что это вообще такое? Как это объяснить, как это расценить, скажите? Может кто-нибудь знает, может кто-нибудь покажет мне знак, может кто-нибудь покажет мне разметку здесь. Или еще что-то, указатели какие-то. Не вижу здесь ничего абсолютно. Вот по Фадеево едут люди, например, проезжают, поворачивают на Пролетарской, едут дальше. Другие здесь паркуются, третьи здесь ходят. Что это за площадка? Объясните мне вообще, кто знает. Напишите в комментариях под этим видео. Задайте вопросы в администрации. Может, стоит здесь все узаконить, как положено, чтобы люди не задавались такими вопросами. Вот у нас автомобиль на дороге стоит, уже минут 20 тоже наблюдаю с такими номерами. И тут в машине есть такой значочек. Весы стоят, судейские, видимо. И пропуск, который, видимо, дает право. Разрешает нарушать, наверное. Где же взять такой пропуск, чтобы можно было машину на дороге оставлять? Интересно. Мужчина! Мужчина! А на дороге вот стали, выходите на дорогу. Пешеходный переход там и здесь, вы идете
по дороге. А что вы так себя ведете? Не, я не веду, что я остановился за парня. Я Ну. сижу, кручу, вот ты понимаешь, вот езжу второй год, и вот мертвая зона. Вот сейчас, вот честная пионерская, не первый день. Мертвая зона где? Пешеходный переход? Нет, вот, нет, не мертвая зона, а вот тут, вот глянул, там это самое, еще сюда, это самое, а потом обращаюсь же я, ну, на пешеходный. Ну, вы сейчас чуть не сбили его. Да, я, ну, он там Ну. где-то метр. А что? И я вижу синее, это самое. И вот я уже увидел, ну, не тормозить нереально. Я не, как говорится, не прячусь. Ну я понял, так а сейчас вы с какой целью перешли дорогу в неположенном месте и машину поставили на дороге? Что вы снимаете, меня эмоции переполняют, это самое. Что вот я... Ну если вы эмоциональный, надо, Нет. может, успокоительные принимать Нет, там, или нет, как-то. За руль не садиться в таком состоянии, может Я быть? не о том. А о чем? Я о том прихожу к сознанию, что ее надо продавать. Она мне неудобна. А, вот в чем дело. Понимаете? То есть дело в автомобиле Да, все-таки. это, Понятно. я вот, как говорится, на классике, на всю Ну жизнь. тогда поскорее, конечно, продайте машину, потому Вот что, я не дай бог, вы В собьете Краснодаре кого-нибудь. несколько раз замечал. Вот понимаешь, вот так зеркало, и вот такая зона есть. Что Я понял, я понял. я Ну не нарушайте. Не сознательно, не это самое, как, ну, реальный. Вы в бессознательном состоянии, да? Не, Я понял. сознательно, но вот это самое. Ну вы сейчас автомобиль поставили, по сути, на дорогу, Да, согласитесь? на дороге, но Потому я- что пешеходный переход, вот видите, да? Ну да, Где и он? закрываю это. И Не, я вы думал, стали практически на дороге. Парня, которого, как говорится, Я понял. вида выскочил, видно, я видишь, а увидел, что вы это. Я меня, понял. вот это как, ну, разрядиться, что я прихожу к выводу, что, не знаю, я не в тазиках между этими машинами. Вообще у нас станицу можно посмотреть, как делать нельзя. Смотрите, знак. Машин сколько стоит. Причем стоят они не до 5 минут, они стоят здесь постоянно. Машину ставят, кто здесь работает, и машины стоят. И бардак полнейший. Я не понимаю, почему здесь сотрудники, инспектора не наводят порядок. Посмотрите, что здесь творится. Ни знаков нет, ничего. Машины ставят, где придется. Вот почему жалуются на это место постоянно. Потому что здесь бардак. Сотрудники проезжают, я уже видел 3 машины полиции проехали, 2 машины инспекторов проехали. И ни одна из них не остановилась, не сделала даже никому замечания. Так что делайте выводы. Здравствуйте. Не знаете, чем машина на пешеходном переходе стоит? 900 номер. Прям на пешеходном переходе поставили машину. М900 НВ. Здрасте. А вы не скажете, кто на тротуаре машину поставил? Говорят, хозяин вроде магазина этого. Нет, 900. посмотри, на чем я езжу. Я не за вас. Я говорю, хозяин. Вы хозяин? Я не хозяйка, но хозяин у нас здесь не работает. Какой машина? А вот Toyota номер 900, М900 НВ. Прямо на пешеходный переход заехал и стал. Может, номера позволяют, может, такие же номера себе на машину поставить, чтобы можно было по пешеходному переходу ездить. Может, они позволяют это делать. Интересно. Где же купить такие номера, чтобы можно было ездить по пешеходному переходу с такими номерами? Может быть, они позволяют это делать? Ты не знаешь? Не знаю. Как зовут тебя? Андрей. Андрей мне со мной помогает мне сегодня, рассказывает о всяких нарушителях, которые у нас в станице живут. Ездят, машины ставят. Я люблю таких. Правильно, за что их любить? Они мешают ходить через дорогу. Вот пешеходный переход, и автомобиль стоит прямо на пешеходном переходе. В магазине. Как он сюда заехал, интересно, не минуя пешеходный переход. Как переходить людям дорогу? Ты не знаешь, как переходить? Вот как? Прямо от этой машины стоит прямо на пешеходном переходе. Вот как вот мужчина сейчас идет с велосипедом, а ему приходится обходить. А он зато ездит у нас. Вам нравится такая машина? Эти хамы какие. Я говорю, может быть, номера такие купить надо себе, чтобы можно было нарушать правила дорожного движения. Может быть, с ними можно. Вот, поехали у нас инспектора. Вот наши доблестные сотрудники, инспектора наши, долгожданные. Сами отреагировали, увидели, смотрят человек с камерой, решили остановиться. Вот уж без внимания не оставили.
Здравствуйте. Я вот просто мне интересно, вот человек поставил на пешеходном переходе автомобиль, мне интересно, может быть номера ему позволяют это делать? А номера? Или что, по какой причине он... Я отчет административной ответственности. Может быть она работает адвокатом, может быть по этой причине можно. Давайте узнаем, что дает право останавливаться на пешеходном переходе. Понятно. Я поняла. Угу. До этого было, видимо, непонятно, но ничего. Когда ваша милиция подъехала, уже понятно все. Даже ему. Привыкайте, рассказывайте своим друзьям и знакомым, что не нужно ездить по тротуарам, не нужно ездить по пешеходным переходам. Таких правил нет, никто не позволяет это делать. Отучайтесь. У нас бардак в станице уже творится. Ездят где хотят, ставят где хотят. Давайте. Давай, дядя, тебе уже даже помогают сотрудники. Избежать нарушения, скажем так. Все, мы уже штрафовали. Ну, правильно, зачем нарушать? Так, ну что, пойдем дальше. Сейчас инспектора. Я теперь с вами буду всегда. А как ты узнаешь? Как ты узнаешь, что я выхожу-то? Девушка, ну хватит нарушать знак 327. Постоянно машину тут ставите. Ну хватит хамить уже, а? Особенные что ли, или что? Это как же так каждый год это творится. Я понимаю, что не понравилось. Ну. Здрасте. Скажите, с какой целью вы здесь стали? Под знаком 327. Да я инвалида, бабушка. Это что, вам позволяет нарушать? Нет, не позволяет на одну минуту. А хоть на сколько? Какая разница? Здесь разве написан знак, что на минуту можно остановиться или что? Ну зачем вы так делаете? Вот видите, а потом люди смотрят, думают, что может можно нарушать. Вот впереди женщина стала тоже. А здесь посмотрите, сколько проезжей части осталось. Приходится объезжать, люди вот переходят в неположенном месте тоже. Детей может сбить. А тот стоит, ты его не трогай. А я ж не вижу водителя, тут водителя нет. Какая разница? Я не выбираю кто. Мне без разницы. И камере тоже. Вы думаете, я выборочно, тому сказал, тому не сказал? Да пусть не слышит. Стоим. Непонятно. На дороге, вторым рядом, между машинами. А где ехали, там и стали. Подперли. Слушай, может быть тоже номера крутые. Может быть опять можно Ну да. с такими номерами. Давай посмотрим. Давай. Слушай, ну правда крутые номера. Наверное, все-таки с крутыми можно. Надо в ГИБДД позвонить, узнать. Вдруг он, наверное, приехал. Ехал, бросил и пошел. Где знаки? Что за знаки? Так, а это у нас вот как раз пришел у нас водитель. Водитель у нас поехал. Так, Минуты где хотел там? 4, 5. Вот. Прошло. Давай, езжай. Пока. Помаши ручкой, правильно. Давайте. Пока. Ждите протокол. Вы поудобнее припарковываетесь, да? Или что? Ну, чтоб правильно, нарушение было четче так под знаком. Отлично. Вон, ряд идет справа. А там вон черный джип, видите? Прям это... Поэтому я вас снимал на видеокамеру. И сейчас тоже буду снимать вас на видеокамеру. Потому что вы находитесь в общественном месте. И к тому же являетесь еще нарушителем. Поэтому я и снимаю вас на видеокамеру. Что? Вы не имеете права меня снимать. Я имею право. Нет, вы не имеете права Это меня снимать. ваше право это подавать- мое личное дело. это ваше вы право подавать на меня в входите суд. мою собственность. Ваша собственность у вас дома. Если бы я к вам дома пришел бы снимать с Вы не имеете видеокамерой, права меня снимать. тогда Во-первых. сидите дома.
Не Да ходите что на вы? улицу, а что Да вы хотели? что вы? Я нахожусь в общественном месте. Я тоже нахожусь в общественном Вот месте. поэтому я снимаю, что я хочу ехать. Все, не снимать мое лицо. Да, я нарушила. Подавайте в суд. Да, я нарушила. Какие люди хорошие. Куда паркуемся? Под знак. А он глухой еще. Знак висит 3,27. И чё? А? И чё? Я говорю, знак. Нельзя здесь парковаться. А что это? Я говорю, знак висит, нельзя машину ставить. В смысле, что такое? Кто все? Ну что, все нарушают, и что? В чем причина? Некуда машину поставить или что? Так я не начал кричать, ты мне начал возмущаться. И что, все ставят? Ну и что? А? Так я, потому что расстояние большое, поэтому кричу, чтоб услышал. Сейчас подойдешь? Давай. Здрасте. Под знаком стоите. Отъедете, да? Спасибо. Не надо хамствовать. Есть нормальные люди, которые не хамствуют. Ну вот час полтора я походил здесь, пока вроде то ли порассказывали всем, но пока машин нет. Стараются уже не нарушать, камеру видят и перестали останавливаться здесь. Поэтому я уже сколько раз говорил, подписывайтесь на канал, чтобы знать о проблемных местах в Калининском районе, в Калининской, чтобы не нарушать. И не нарушайте.